Все начинается с линии, с ее кривизны, с нажима, с решения, как она поведет себя в следующем кадре. Это мой язык. Я говорю на нем каждый день. Но сейчас появился новый язык. Язык команд. Язык, который обещает создать все за тебя. Мне интересно, чего он на самом деле стоит? Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Я хочу пиццы. Ну что же, тогда выясним на деле, кто же на данный момент лучше. Реальный аниматор или искусственный интеллект. Я решил сделать вполне простенькую анимацию, в которой мой персонаж замечает яблоко, прыгает к нему, но, к сожалению, терпит неудачу и падает. Эту же анимацию попробует повторить нейросеть Sora 2. Конечно же, все начнется с линии. У нас есть мой персонаж, яблоко и дерево. Этого достаточно. Далее идет небольшой, но очень важный этап – блокинг, или же расстановка ключевых кадров. На нем я намечаю все основные действия в анимации и продумываю, что где должно стоять. Это один из самых важных этапов любой анимации. Но и в то же время ничего особо трудного в нем нет. Если есть понимание композиции и примерное представление того, что вообще должна представлять из себя анимация, то этот этап не окажется для вас трудностью. Теперь наша раскадровка выглядит примерно так. Ну и переходим к самому любимому для вас этапу – анимация. По факту все сводится к тому, что между ранее расставленными ключевыми кадрами я расставляю промежуточные. Здесь достаточно знаний базовой физики и основных принципов анимации. Сжатие, растяжение, подготовка, работа со временем, дуги и преувеличение. Ну вот и все. Вот такая анимация вышла. Мне нравится. Честно говоря, не знаю, как нейросеть сможет такое повторить. Собственно, а чего гадать? Давайте проверим. Что же, а теперь проверим одну из самых продвинутых нейросетей в сфере генерации видео – Sora 2. Я уже попробовал множество разных промптов и сгенерировал 15 анимаций. И, честно говоря, у меня немного смешанные чувства. Поэтому возьму свои самые любимые нейроанимации. Мы будем оценивать их по пунктам, которые должны присутствовать в любой качественной анимации. Физика и вес, реалистичность движений, использование принципов анимации, следование техническому заданию и, конечно же, следование референсу. Что ж, перейдем к оценке. Ай, да ну тебя. У большинства вариантов очень хорошо получилась физика и следование техническому заданию. Со следованием референсу иногда возникали трудности. Но вот главной проблемой всех генераций всегда была реалистичность движений. Нейросеть просто не понимает логику действий. В ее работе абсолютно нет осознания самого процесса. Кстати, а давайте посмотрим на генерацию самым маленьким и неподробным промптом. Может, проблема в нем? Это действительно страшно. Итак, вот мы посмотрели и мою анимацию, и попытки Соры. Если обобщить все выводы, то можно вывести их в вполне закономерную проблему. Они генерируют то, чего сами не знают и не осознают. Точнее, это и есть их работа. Они пытаются воспроизвести вариант, который наилучшим образом подошел бы к промпту. Но если промпт будет слишком подробный, то нейросети просто не хватит знаний для такого. Ну а если промпт будет наоборот слишком маленьким, то выборка для нейросети будет такая большая, что она никогда не сгенерирует то, что вам нужно.
Подводя итоги, нейросети — это не более чем инструмент, который может раскрыться в руках профессионала.